Друзья, я рад приветствовать вас на канале Ренат Строит. А тем, кто видит меня впервые, добро пожаловать. Если вы не подписаны на мой канал, просьба подпишитесь. Тем самым вы поможете моему продвижению. В сегодняшнем выпуске мы вместе с вами начнем монтировать кровлю на том доме, где переделывали крышу, где начали переделывать крышу. Уже переделана у нас полностью обрешетка. Я сегодня приехал не один, а с помощниками, и сам металл мы постараемся смонтировать побыстрее. Ну что, друзья, у нас один скат уже готов, вот с яндовой. Давайте объясню очередность. У нас по краю свеса смонтирован на первую обрешетку капельник. Между двумя капельниками у нас установлена москитная сетка. Я ее показывал, пластиковая. На карнизном свесе используем вот такую москитную сеточку, чтобы жучки, паучки, птички, осы, всякая живность не заводилась, не вела гнезда в подкровельном пространстве между гидроизоляционной мембраной и кровлей. Вот, и дальше мы уже выставили угол, проверили, чтобы он у нас был ровный. Это получается, как делается: первый ряд выставляется, и выставляется второй лист. Соответственно, вот эти три листа выставились, у нас получается угол 90 градусов. Выровнялась та кромка, выровнялся свес, карниз. И все проверили, все ровно, все красиво, все прекрасно. Продолжаем делать. Если нет, нужно будет выравнивать, поправлять. Иначе, если оставить в таком положении, если будет неровно, то волны убегут и все будет безобразно. Потом, прежде чем еще, когда мы подошли к яндове, мы смонтировали. Сначала у нас была узкая половина. Вообще этот рулон, он режется пополам, вот, и укладывается половина. Но так как на этой крыше постоянно скапливается очень много снега, и он превращается в лед, и протечка, безусловно, велика. Чего, блядь? Возможность протечки велика. Мы решили уложить целиковую яндову, тем более она была куплена с запасом. Этот лист, и мы положили очень широкий лист. Как вы можете видеть, друзья. Монтаж производим вот на такие кровельные саморезы под шестигранник. Бита на 8 мм используется. Здесь идет уплотнительное кольцо из каучука, которое держит очень много времени. Вот. И оно герметично, когда мы закручиваем. Вот, оно раздавливается, и полностью все герметично, друзья. Вот, но работы у нас идут потихонечку. Кстати, тоже немаловажный факт по поводу того, как нужно резать. Резать ни в коем случае болгарками нельзя, потому что металл содержит цинк. Вообще металлочерепица, она оцинкована, и при больших оборотах болгарки цинк выгорает, и, соответственно, кровля приходит в негодность. Очень быстро она начинает потом по этим местам ржаветь. Друзья, вот такие ножницы режут металлочерепицу, гофролист. Вот, по марке модели ножниц никого рекомендовать и советовать не буду. Тут самое главное, вот это режущая часть. Этими ножницами я в принципе доволен. Как они режут, вы увидите чуть позже. Друзья, и когда вы выбираете кровлю, если речь идет о металле, всегда берите у продавца краску. Она бывает в баллончиках аэрозолью, также есть еще и в баночках. Вот. Удобно, конечно, аэрозолью, которая, если у вас, ну, в любом случае мы по кровле ходим, и возможно какие-то царапины, но они не страшны, мы просто-напросто потом их подкрашиваем. И, соответственно, никакой ржавчины и всего остального не пойдет по кровле. Друзья, вот краска такая-то, вот маркировка, все полностью есть. Кстати, толщина металла 0,5 мм. Это очень толстый металл для кровли, он будет очень долговечен, и также очень много покрытия у него. Сейчас же всякие полиуретаны, уретаны и все остальное, я в них особо не разбираюсь, но понимаю, что если металл толщина 0,5 мм, то это будет качественный металл. Вот, покрытие тоже красивое, смотрится очень классно. Хозяева уже оценили, сказали,
крыша у нас приобретает вид очень прекрасно, очень довольный. Ну а если вы будете резать болгаркой, она обязательно будет. Это ржавчина, как бы вы не обрабатывали потом. Ну, а мы будем продолжать свою работу дальше. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running low. Hold on, don't let go. Running, running low. Keep running low. Друзья, также монтаж производится справа налево, листы монтируются, но бывают варианты, когда нужно вести монтаж именно слева направо. Там у нас каждый лист подсовывается под предыдущий. А как именно это делается, вы сейчас увидите. Все, крепите там. Что, друзья, вот мы вверху соединили два индовных листа. Один на второй загнули, и получается у нас уже никаких этих не будет подтеканий. Сюда мы проклеим еще специальную ленту. Сейчас нам ее привезут. Вот, и как бы уже сможем закрывать здесь полностью этот угол листами. Что, друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. Буду с вами прощаться. Хочу вам пожелать крыши над головой, всех благ, всего самого наилучшего. А с вами был Ренат, канал Ренат Строит. И также, если вы хотите первыми узнавать, что у меня происходит, подписывайтесь на мой инстаграм. До новых встреч, друзья, в новых выпусках. Пока-пока.